Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачного шоколадного торту. Називається він Моко Брауни. В прошлом видео было подробное приготовление шоколадного бисквита брауни. Рецепт взяла из этой книги «Выпечка с Джулией». И сегодня на этом бисквите приготовлю торт. Называется он Моко Брауни. Для крема, а заодно и глазури мне понадобится 280 мл сливок жирностью 33%, шоколад 270 грамм, 50% какао, сахар, сливочное масло и растворимый кофе. За шоколад все равно будете спрашивать. Пользуюсь вот таким вот итальянским. Покупаю в магазинах товары из Европы. Можно заказать и через интернет. В упаковке его 500 грамм. Очень хорошо подходит как для крема, так и для теста. К сливкам добавляю сахар 3 столовые ложки, 75 грамм. И 30 грамм сливочного масла. Все это надо нагреть до горячего и до полного растворения сахара. К шоколаду добавляю растворимый кофе. 5 или 6 грамм – это 2,5 чайные ложки с горкой. Заливаю горячими сливками с маслом и сахаром. До кипения не доводила. Только пошел хорошо заметный пар и выключила огонь. Немного перемешиваю и оставляю минут на 5. Пусть шоколад хорошо прогреется. Кондитерский шоколад хорошо расходится в сливках, не остаются его крупинки. Масса получается гладкая, глянцевая и однородная. Вот посмотрите. Если вы возьмете обычный, останутся крупинки, но избавитесь от них блендером. Перебьете погружным блендером до однородности. Теперь 200 грамм этой массы отбираю для глазури, а остальное оставляю для крема. Так, глазурь отставляю, она может все время простоять при комнатной температуре до тех пор, пока понадобится. А вот этого для крема полностью остужу, постоянно помешивая. Потом сверху затяну пленкой. Остудить надо обязательно, чтобы на ней не появлялась испарина. И поставлю в холодильник. Я не накрываю пленкой в контакт, на нем не появляется корочка. Я вам это покажу на том ганаше, который оставляю для глазури. Ганаш простоял в холодильнике 4 часа, но это минимум. Можно оставить и на дольше, даже до следующего дня. Как ганаш, так и бисквит. Стал заметно плотнее и сверху нет никакой корочки. Я вот перемешиваю, масса остается гладкой, однородной. А вот теперь из него можно сделать крем. Сразу взбиваю на третьей скорости из 5 возможных, просто перемешиваю. Потом увеличиваю до 4 и взбиваю до пышности. Когда после венчиков остается уже четкий рисунок и в креме появляются пустоты, взбивать достаточно. Крем стал более светлый, пышный, однородный, ничего не отсеклось. 120 грамм отделяю на выравнивание боков и верхушки торта, а все остальное пойдет на прослойку. Крем буду отсаживать мешком и взяла вот такую вот насадку на выходе 1 см. На подложку выкладываю донышко бисквита, от края отступаю полсантиметра и выдавливаю крем. Плотненько, сразу в один слой, а потом все, что останется в мешке, выдавлю сверху. Разравниваю палеткой. Вот сейчас крем и подвинется к краешкам. И сверху укладываю второй корж бисквита. Аккуратно прижимаю, чтобы не сильно выдавливался крем. И выравниваю бока торта, а потом верхушку. Сразу наношу немного крема, чтобы хорошо закрыть все эти поры. А потом весь остальной. Выравниваю, насколько это возможно. Не сильно придавливайте палеткой, иначе придавится корж и будет выдавливаться прослойка крема. Сейчас он очень нежный, но в холодильнике выстоится, стабилизируется. Некоторая влага из него уйдет в бисквит за время выстаивания торта. И не переживайте, при комнатной температуре он у вас не потечет. Все, в таком виде отправляю в холодильник хотя бы на пару часов. А потом уже сверху буду заливать глазурью. А эта глазурь простояла все время при комнатной температуре. Тоже не появилась никакая корочка, я ее даже не накрывала и не перемешивала. Однородная, гладкая. Ставлю на самый-самый маленький огонь, подогреваю постоянно, помешивая, и буду заливать торт. Вот такая она стала текучая и только чуть-чуть теплая, поэтому крем не растает.
К тому же он уже немного застыл. Заливаю торт, выливаю сразу всю глазурь. И палеткой аккуратно растягиваю, чтобы она равномерно стекала со всех сторон. Если по бокам остаются небольшие пробелы, это можно исправить палеткой. Глазурь еще не застыла. Аккуратно ее размазать, и торт полностью покрыт. Если у вас глазурь более густая, может быть сильнее застыла, и верх торта получается не очень ровный, неровно растеклась, можете немного постучать решеткой, и верхушка выровняется. Вот эта глазурь, которая стекла на коврик, понадобится еще для украшения. Хотела его оставить в таком виде, без крошки, но здесь заметна прослойка крема, немного она все-таки выдавилась. Поэтому, чтобы визуально выровнять бока торта, нижний корж и прослойку крема засыпаю крошкой. В прошлом видео с приготовлением шоколадного торта я крошку перебивала блендером и перетирала через сито, чтобы она была мелкая и однородная. Этот бисквит другой. Он очень нежный, хорошо перебивается, и перетирать его не надо. Посмотрите, какая красивая крошка, однородная, мелкая. Эту шапочку я перебила вместе с корочкой. После того, как нанесла крошку, палеткой ее немного прихлопываю, чтобы этот ободок был более ровный. Лишнюю стряхиваю и убираю бумагу. Красивый получается ободок, нежный, пышный. Вот такой получается торт. По желанию его можно даже и не украшать, оставить в таком виде. Но я все-таки немного украшу. Пока глазурь не застыла, засыпаю шоколадной крошкой. Называется она шоколадная вермишель. Очень нежная, хрупкая, совсем не такая, как посыпка для пасок. Середину торта оставляю чистой. Ее еще немного украшу глазурью. И вот в таком вот виде поставлю в холодильник хотя бы на час, чтобы немного схватилась глазурь, чтобы рисунок на ней не растекался. Это та глазурь, которую я собрала с коврика, которая осталась после заливки торта. Вот она снова немного застыла, хорошо ее перемешиваю до однородности и соберу в кондитерский мешок. Выдавливаю пузыри воздуха. Кончик я пока еще не отрезаю. Торт простоял в холодильнике час. Глазурь застыла, можно украшать. Мешок хорошо закручиваю, чтобы глазурь была под давлением. Вы сразу проверьте на тарелке, какие получаются линии. Толстые или тонкие. Если слишком тонкие, то отрежьте уголок побольше. Рисую линии в несколько слоев, делаю рисунок более объемным. И пока эта глазурь не застыла, украшаю зернами кофе. В креме есть кофе и в украшении. Очень простое, легкое и, мне кажется, красивое украшение. Только не забудьте своих родных или гостей предупредить, что зерна кофе все-таки настоящие. То есть несъедобные. Торт полностью готов. Теперь ему, как и любому другому, надо выстояться в холодильнике. Я его разрезаю вечером, но лучше оставить на сутки. То есть приготовить сегодня, а подавать уже завтра. Там подружатся все вкусы и ароматы. Бисквит лучше созреет. Я говорила, чем дольше он стоит в холодильнике, тем становится вкуснее. И крем будет плотнее, лучше стабилизируется. Бисквит брауни на шоколаде. Видно, что он не такой легкий, не такой воздушный, как обычный классический, или как бисквит просто с добавлением сливочного масла. Он плотнее, но на вкус мягкий, нежный, маслянистый и, конечно, шоколадный. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашніми тортами і приятного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.